История троянской ясновидящей Кассандры, описанная у Гомера, свидетельствует, что предсказание будущего — дело опасное и неблагодарное. Однако от этого оно не становится для человечества менее увлекательным. Попытки предсказать судьбу, причем на строго научных основаниях, предпринимаются и в наши дни. Нет, речь идет не о машине времени и квантовых парадоксах, а о вполне прозаической в наше время технологии Big Data. Используя ее, датские ученые теперь могут гадать не хуже, чем когда-то цыганки по руке. Журнал Nature Computational Science опубликовал статью «Использование последовательностей жизненных событий для прогнозирования человеческой жизни», в которой датско-американская группа ученых рассказала о своем эксперименте по предсказанию судьбы. Старт проекта, которым руководил Суне Лемон из Копенгагенского университета, начался со сбора биографических данных всех без исключения жителей Дании 1 января 2008 года. Из открытых источников и государственных баз информацию собирали вплоть до 31 декабря 2015 года. Масштабы проделанной работы поражают. Все, что можно было узнать о жизни 6 миллионов датчан, накапливалось на протяжении 8 лет. Учитывалось все: изменение состояния здоровья, посещение врача, семейное положение, смена места жительства, полученное образование, карьерная динамика, уровень заработка, траты и так далее. Хорошо еще, что информация эта была обезличенной, иначе научное исследование можно было бы приравнять к очередной тоталитарной версии оруэлловского «большого брата». Согласитесь, не очень-то приятно сознавать, что кто-то пытается контролировать не только твое настоящее, но и будущее. Далее авторы исследования занялись анализом полученных данных. В качестве базовой модели для своего метода они обратились к лингвистике, откуда и позаимствовали нечто весьма похожее на семантический анализ текста. То есть система из базы данных вычленяла смысловые кластеры, на основе которых выводилась закономерность статистической вероятности ранней смерти в возрастной категории от 35 до 65 лет. Точность прогноза при этом достигла небывалого до тех пор уровня — 40-42%. Это тем более удивительно, что ни одна предсказательная система, в том числе и основанная на возможностях искусственного интеллекта, не смогла дать такую точность. Даже для модных сейчас нейросетей этот показатель не превышает 30%. Очевидная соотнесенность принципов организации текста языка и текста судьбы заставляет вспомнить о постмодернистской интуиции философа Жака Деррида. Для него текстоподобие мира было тотальным. Весь мир представлялся ему как текст. Каждый предмет или событие тоже являлись текстом. По Деррида текст — это единственно возможная модель реальности как таковой. Что уж тогда говорить о тексте судьбы отдельного человека, существа, наделенного языковым, то есть текстовым, сознанием и мышлением. В связи с этим эффективность технологий семантического анализа для предсказания судьбы кажется далеко не случайной. А философы по отношению к истории науки становятся кем-то похожим на коллективную Кассандру. До поры до времени их абстракциям тоже никто не верит. Выходит, что биография человека складывается из событий примерно так же, как текст из слов. Статья в Nature Computational Science утверждает, что использовать анализ биографических фактов для предсказания будущего можно на вполне научной основе, лишенной всяческой характерной для темного прошлого мистики. В любом тексте, тем более таком сложном, как человеческая жизнь, существует огромное число скрытых, весьма запутанных и неочевидных причинно-следственных связей. Но технологии анализа, разработанные специально для данных со встроенной памятью, научились распознавать их примерно так же, как в языковых текстах. Поскольку в этой модели событие ничем не отличается от слова, то по аналогии с Word 2 век авторы исследования назвали свою программу Life 2 век. Однако не менее интересен и другой аспект.
Помимо предсказаний, программа прекрасно справляется с составлением психологического портрета и описанием личностных характеристик человека. То есть, выходит, что личность и судьба неким образом взаимозависимы, а личность человека столь же текстоподобна, как и его биография. Возможно ли, что это вообще один и тот же текст, только написанный на разных языках? Из исследования датчан можно сделать весьма необычные для классической науки выводы, которые, впрочем, давно осознали древние философско-религиозные системы. Но если отвлечься от общекультурной составляющей, то исследование даже в прикладном смысле является достаточно перспективным. Ведь благодаря ему мы можем больше узнать о факторах ранней смертности, о которых ранее не имели ни малейшего представления. Таким образом, утверждение булгаковского Воланда о том, что кирпич случайно никому на голову не падает, оказывается не просто верным, но и приобретает строго научное содержание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравился разбор, и вы хотите больше материалов о том, как наука меняет наше понимание будущего, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что вы думаете об этих открытиях. Ваше мнение помогает развивать канал. Поделитесь этим видео с друзьями, чтобы как можно больше людей узнали, что будущее больше не секрет.